Добро пожаловать на мой канал «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня хочу предложить вашему вниманию 3 простых рецепта печенья, по которым я пекла еще во времена СССР. Но думаю, что многие сейчас пекут по ним. А может, кто-то уже и подзабыл их. С кем-то мои рецепты совпадут, а у кого-то будут немного другие. Поэтому предлагаю испечь вместе со мной рогалики и 2 рецепта одного печенья из мясорубки, но с разными ингредиентами. Называют их все по-разному. Кто-то домашним, кто-то венским, а кто-то, как я, фигурным. Какой рецепт понравится больше, выбирайте вам. Спасибо всем, кто делится моими рецептами в соцсетях, и всем, кто не забыл подписаться на мой канал и оставить свой комментарий. Все ингредиенты будут указаны под видео. Давайте готовить. Рогалики. Готовится это печенье из самых простых и доступных продуктов. На его приготовление уходит не так много времени. Получается оно всегда вкусным, а главное, что с начинкой можно экспериментировать. Каждый раз будет другой вкус. Итак, давайте готовить. Беру маргарин. У меня в пачке 180 грамм. Натираю его на терке. Добавляю к нему яйцо. Все перемешиваю. Вливаю сюда полстакана холодной воды. И начинаю постепенно вводить муку. По рецепту в тесто идет 2 стакана. Но я беру еще чуть больше половины стакана на раскатку. Тесто я не солю и не добавляю сюда соду. Но при желании можно это сделать. Все хорошо вымешиваю. Беру разделочную доску, посыпаю ее мукой, выкладываю тесто и хорошо его вымешиваю до состояния неприлипания к рукам. Отрезаю часть теста и начинаю его раскатывать в круг. Толщина его должна быть не более 2-3 мм. Затем круг начинаю нарезать. Вот так, на такие вот треугольники. Я для начинки использую яблочное повидло, но можно взять любое варенье, конфитюр, шоколадную пасту, все, что вы любите. Варенье класть много не нужно, так как в процессе выпекания оно может вытекать. Теперь сворачиваем тесто в виде рогаликов. Посыпаю противень мукой, выкладываю на него рогалики и ставлю запекаться в разогретую духовку на 220 градусов на 20 минут. Следите за процессом выпекания, так как духовки у всех разные, и у кого-то испекутся раньше, а у кого-то чуть позже. Рогалики должны приобрести золотистый цвет. Если их чуть передержать, они будут легкими и сухими. Готовые рогалики достаем, выкладываем на блюдо. Я еще их посыпаю сахарной пудрой. Вот такие они у нас получились. Наливаем чай и все, наслаждаемся вкусной домашней выпечкой. Печенье фигурное – это первый вариант такого печенья. Его я чаще всего и пеку. Получается оно всегда очень вкусным и рассыпчатым. Когда не хочется возиться с мясорубкой, я просто скатываю тесто в шарик и придаю ему немного плоскую форму. Давайте готовить. Я беру 2 яйца, разбиваю их. Если они очень маленькие, то возьмите 3. Немного взбиваю. Постепенно ввожу сахар и все перемешиваю. Всыпаю пол чайной ложки соды и ванилина. Беру маргарин. По рецепту идет сливочное масло. Практически всегда пеку именно на нем, но сегодня я воспользуюсь маргарином. Натираю его на терке, все перемешиваю, начинаю постепенно вводить муку. Всыпаю сюда 2 стакана. Посыпаю разделочную доску мукой, выкладываю тесто и продолжаю месить его. Оно должно получиться мягким и эластичным. Вот таким. По рецепту идет 3 стакана муки. Но смотрите сами, у меня ушло только 2,5, так как я взяла 200 грамм маргарина вместо 250. Готовое тесто кладу в полиэтиленовый пакет и убираю в морозилку на 30 минут. Прошло 30 минут. Отрываю часть теста, остальное убираю на холод. Всегда использую механическую, но сегодня решила попробовать на электрической.
Результат видите сами. Уберу ее и воспользуюсь старой доброй мясорубкой. Вот и процесс пошел побыстрее. Не нужно постоянно включать и выключать мясорубку. Да и печенье получается здесь более красивые. Противень посыпаю мукой, выкладываю на него печенье и ставлю запекаться в духовку на 200 градусов на 15 минут. Время запекания смотрите по своей духовке. У кого-то может испечься быстрее, у кого-то будет печься дольше. Вот такое красивое печенье получилось. Рассыпчатое, а какое вкусное, долго оно у вас точно не залежится. Всегда беру его в поездки, оно долго не черствеет, ну и, конечно, вкуснее магазинного. Наливаем чай и наслаждаемся вкусным печеньем. Второй рецепт фигурного печенья. Какой из них лучше, судите вам. Мне и тот, и этот вариант нравится. Это печенье получилось более пышное. В рецепте все дано в ложках. Под видео указала ингредиенты. Дала их и в ложках, и в граммах. Разбиваю 2 яйца. Хорошо взбиваю и начинаю постепенно вводить сахар. Все хорошо перемешиваю. Добавляю пол чайной ложки соли и 2 чайных ложки разрыхлителя. Можно добавить 1 чайную ложку, все зависит от качества разрыхлителя. Беру маргарин и натираю его на крупной терке. Всыпаю сюда крахмал, хорошо перемешиваю и постепенно начинаю вводить муку. Замешиваю тесто. Посыпаю доску мукой и продолжаю месить. Если муки мало, то подсыпьте еще. Тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. Готовое тесто кладу в целлофановый пакет и убираю в холодильник на 30 минут. Через 30 минут достаю его, отламываю небольшой кусочек, остальное убираю опять в холодильник. И прокручиваю через мясорубку. Экспериментировать в этот раз не стала, кручу на механической. Выкладываю готовое печенье на посыпанный мукой противень. Если не хочется возиться с мясорубкой, то можно сделать печенье в виде вот таких лепешечек. Ставлю его в духовку на 200 градусов на 15 минут. Затем я подняла противень повыше и запекала его еще 5 минут при температуре 220 градусов. Духовки у всех разные, смотрите по своей. Я раньше пекла в аэрогриле, там они были готовы уже через 10 минут при температуре 180 градусов. Но это так отступление, вдруг кто-то делает в аэрогриле. Достаем готовое печенье. Вот такое пышное оно получилось. При разламывании оно не рассыпается. Вариант в виде лепешечек тоже имеет место. Они ничем не хуже тех, что из мясорубки. По вкусу это печенье практически такое же, как и в первом варианте. Вот такие 3 вкусных печенья мы с вами испекли. Думаю, каждый выберет что-то для себя. А лучше попробовать все 3. Не пожалеете. Домашняя выпечка – это всегда вкусно. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.